Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Медвед, и сегодня у нас в гостях один очень интересный представитель. Это игрок команды Team Empire Дан. Здравствуй, Данил. Приветствую. Ну что, рассказывай, как Милан, как поездка, как вообще съездили? Поездка выдалась очень неожиданной, по крайней мере для меня, так как это был мой первый лан, я не ожидал, что отыграю, так скажем, хорошо и привезем трофей домой. Самое, мне кажется, волнительное в течение поездки было полет, потому что я очень боюсь летать. Очень страшно для меня. И самое волнительное было тоже это первая игра с Dark Zero. Остальное, в принципе, все мне очень понравилось. Что успели посмотреть в Милане? Там, в принципе, просто не особо большой город, поэтому вот интересно, что успели посетить. Да, в принципе, ничего, потому что график был достаточно плотный. Получается, только перед заселением у нас было несколько часов. Мы немножко походили по городу, успели зайти в одну кафешку только. И после этого сразу же поехали на арену. Прокаться, разминаться, просто привыкать к месту, так скажем. И в остальные дни вообще ничего не успевали, потому что мы, получается, приезжали поздно ночью и рано утром уезжали на арену. Так что особо ничего посмотреть. Только не получилось только, когда нас снимали, был медиадень, по красивым всяким местам походили, было очень интересно. А так, город сами по себе не ходили, не смотрели. Но вообще какие-то впечатления о городе о самом остались? И честно, я ожидал большего, потому что мне больше показалось, что это какое-то Подмосковье, такое ближнее. Но так, архитектура очень красивая. Не везде, не всегда, но так достаточно красивое место. Единственная погода, конечно, не радовала. Были дожди практически каждый день. Ты сказал о том, что это твой первый лан-турнир. Вообще, вот каково это в 18 лет поехать на свой первый лан-турнир и стать чемпионом про-лиги? Какие вообще впечатления, эмоции? Вот поделись этим. Сложно, конечно, описать это словами. Особенно, когда мы выиграли финал, было сложно, потому что ты сидишь, играешь вторую карту, уже, казалось бы, все проиграл, как бы волей-неволей думаешь, все, это конечное, приехали, домой сейчас поедем отдыхать. Но ты делаешь камбэк нереальный, в итоге выигрываешь третью карту, и вот настолько сильные эмоции, что ты даже ничего не испытываешь, просто в шоке стоишь и ничего не понимаешь, что вообще происходит. Как-то так. Очень сильно. Я думаю, что это не только ты ощутил, не только твоя команда, вообще, в принципе, весь, наверное, СНГ-регион, кто за вас болел, потому что, это было сильно, это было очень красиво, это было очень, как говорится, у нас валидол. Да. Вот. Хорошо, ладно. Как давно ты в Радугу играешь вообще? В Радугу я играю с беты. Играл я все сезоны, но после первого немножко, на пару месяцев не играл, потому что было очень много читеров. Мне это как-то поднадоело, я перестал играть. Но потом вроде ситуацию эту пофиксили, более-менее я вернулся, и вот до сих пор сижу играю, у меня уже около 4300 часов. А сколько часов ты тратишь на игру в день? Да, в принципе, если у меня есть свободное время, я сижу играю. Бывает, конечно, момент, когда устаешь от игры, хочешь там отдохнуть, но, в принципе, там час отдохнул, опять сидишь, играешь, потому что больше, в принципе, дела нет. А во что-нибудь еще помимо Радуги играешь, нет? Да, конечно. В принципе, во все, что мне нравится, любая игра, если она мне интересна, я в нее играю. Вот сейчас на данный момент прохожу Rage 2. Как у тебя родители относятся к твоему увлечению? То есть как-то, может быть, изначально они, вот какое отношение вообще, в принципе, у родителей? Я думаю, как у всех, сначала родители как-то с непониманием относятся, считают, что это все просто игрушки и так далее. Но вот с момента, как я еще вступил в Force, начали меня родители поддерживать. И вот последним турниром меня вообще все родственники смотрели, просто поддерживали меня, было очень приятно. Что творилось внутри команды на Орегоне? Потому что, это был, наверное, пожалуй, самый напряженный момент на всем турнире. Я думаю, ты согласен. На Орегоне было видно, что EG очень сильно готовились к нам, потому что у них, скажем так, стратегии были как контрстратегии к нашим атакам, особенно в защите, это как было заметно на дефе подвала. У них было все под атаку с тавера, и мы из-за волнения, наверное, совсем забыли, что можно еще и с мейна атаковать. И вот только когда мы начали делать камбэк, и мы на каком-то из тайм-аутов нам Разер напомнил, что ребята, алло, есть мейн на карте, можно оттуда тоже зайти. Мы про это вспомнили, и после этого, когда мы начали, думаю, все, в следующий раз, они берут подвал, мы идем с мейна, легчайшее, все, закрываем эту тему. Ни разу EG не взяли подвал, они всегда пикали вверх до конца игры. Ты уже начал говорить о том, что у вас были какие-то ошибки, еще что-нибудь, какие-то ошибки вы совершали, нет, которые явные были, вы их обнаружили, и которые пришлось фиксить во время игры? Да, в принципе, просто некоторые моменты подстройки по противника, типа там джойстик раскидай на матке тут, там посмотрите это, поконтрольте то.
давайте сделаем это не так, а вот так, только это, ну, в принципе, каких-то прям ошибок кардинальных не было, только чисто, ну, может, какое-то из-за волнения больше какие-то упускали моменты, которые обычно не упускаем. Окей. Любой международный турнир, ну и в принципе лан-турнир, это огромное количество опыта, просто неимовернейшее, которое нам, к сожалению, в регионе сейчас не хватает. Я думаю, это все, ну, с этим все согласны. Скажи, пожалуйста, что-нибудь из этого турнира, ну, то есть чему-нибудь вы научились у противника в этот раз? Ребята, наверное, уже и как бы сложно чему-то научить, они не так все знают. Я получил нереальное количество опыта, стал, я думаю, намного сильнее, увереннее в себе, и также намного стало больше веры в команду. Я понимаю, что мы можем сделать все, если все будет хорошо, мы все сделаем, выиграем. Но, в принципе, каким-то вот прям знанием, я думаю, нет. Мы, в принципе, и так все знали. Просто какие-то места подкорректировать, возможно, там указали на наши ошибки, некоторые раунды, а так, в принципе, я думаю, ничего особенного. Насколько сложнее на сцене играть, ну, грубо говоря, не в онлайн-формате, да, а вот в офлайне на сцене непосредственно? Насколько вот по 10-бальной шкале, насколько сложнее? Не знаю, как вот по 10-бальной шкале. Ну, в любом случае это намного сложнее. Особенно мне было очень сложно играть с Dark Zero, так это была вообще самая первая игра, у меня нереально тряслись руки, особенно на первой карте, просто особенно рука, которая на клавиатуре, она просто ходуном там летала во всей клавиатуре, не знал, что с ним делать, но как бы, когда ты уже включаешься в игру, начинаешь делать фраги, понимать, ну, становится много легче, и вот, допустим, полуфинал и финал я играл абсолютно спокойно. Основная проблема была, конечно, это колонки, из-за которых сцена просто дребезжала. И вот на границе, когда мы играли с Фнатиком, там этот вертолет, там просто как на массажном кресле сидишь, отдыхаешь. Во время трансляции было видно, что команда находится в тилте. Ну, ребята поникли очень сильно, но у тебя непосредственно до самого последнего момента был огонек в глазах, было видно, что ты прям проникся, что ты зажегся, что ты готов. Скажи, насколько это было сложно? Да, я не знаю, это было очень сложно, потому что, ну, не скажу, что команда была прям в тилте, все ребята достаточно спокойные, и, ну, никто прям такого, что все, мы проиграли и так далее, не было такого, конечно же. Ну, я думаю, кажется, там про себя думал уже, что это конец, но у всех была надежда, что мы выиграем. Я старался как-то воодушевить ребят, говорю, что мы сейчас все нормально, пацаны, сейчас закамбэчим, легчайшее. Я думаю, ну, мы когда начали набирать раунды, мы уже, вот особенно тот раунд, когда остался скутер и Шепард 2 в 3, и Шепард в конце убил Янга на последних там 3 секундах, и я после этого раунда понял, что мы уже выиграем эту игру, то, что этот раунд, это был как бы, ну, конечный. И все, и я сказал, ребят, что мы, ну, все, они проиграли себе игру этим раундом, и мы собрались и закрыли эту как бы тему, потушили. У тебя рядом с монитором стоял небольшой робот. Ты еще у себя в паблике где-то в комментариях его отсылал, уже мемы какие-то есть. Расскажи, пожалуйста, что это за робот такой? Это Bionicle, у меня старая игрушка, это талисман мой. Он у меня всегда на компьютерном столе стоял. Я думал, почему бы нет. Потому что в таких моментах, когда играют, как бы, ну, очень серьезная игра происходит, очень волнительно, остается только как бы верить в какое-то чудо, которое как бы вспомогает на что-то, и ты, ну, берешь талисманчик и думаешь, ну вот с ним точно шансов у противника нет, хоть какая-то вот вера идет. И, ну, он помогает, я думаю. Отлично. Мы его в дальнейшем будем видеть на турнирных играх? Конечно, да, на всех. Замечательно. Я думаю, вы смотрели абсолютно все игры финала, ну, то есть все встречи. Скажи, пожалуйста, вот назови самые 3 интересные именно встречи, может быть, даже конкретно карты, которые вот действительно стоит посмотреть всем. Ну, не знаю, в принципе, мы так прям вот сидели и смотрели, такого не было. В основном мы либо что-то обсуждали, либо просто там ребята сидели, пересматривали наши старые игры, там, что комментаторы сказали, что это, что зрители писали и так далее. Интересно же. Но мне из того, что именно я видел, больше всего понравилась игра Fnatic Noreanga полностью, потому что такая плотная достаточно игра была. И наша игра против Fnatic и против EG. Это были, мне кажется, самые интересные вот 3 игры турнира. Ну, в принципе, да, я, наверное, с тобой соглашусь. Что для тебя было в приоритете? Подготовка к турниру непосредственно или подготовиться к экзаменам, потому что я знаю, что у тебя скоро экзамены будут начинаться. Что для тебя было в приоритете? Ну, я думаю, как бы 60/40 больше к турниру, но и про экзамен тоже как бы не стоит забывать. Так что я тоже к ним готовился. Что будешь делать дальше с образованием? Ну, планирую сдать ЕГЭ, надеюсь, успешно, и пойти, наверное, на программиста в какой-нибудь институт, скорее всего, на платное обучение, на очное. Уже планировал куда-то конкретно или пока только думаешь по поводу этого? Ну,
Планирую, наверное, скорее всего, в Мира какой-нибудь. Ну а так, как сдам, так буду смотреть по баллам, куда попадаю, куда нет. В интернете сейчас куча хайпа вокруг твоей персоны. Не считаешь ли ты немножко несправедливым тем, что иногда забывают про твоих тиммейтов? Конечно, считаю, что это несправедливо, потому что, в первую очередь, наша победа – заслуга командная. Но не сказать, что прям совсем про них забывают, просто, допустим, в одном матче что я пишут про меня, тащит джойстик, пишет про него, Скутер про него, Жек про него, Шебер про него и так далее. Просто кто выделяется, про того пишут. Но в любом случае, когда команда выиграет какой-то турнир или просто матч, надо поддерживать всю команду, потому что все ребята заслуживают поддержки. После решафлов, после того, как вы, можно сказать, поменялись шоковыми местами, скажи, есть ли какой-нибудь особый подход к матчам против Форс? Да не думаю, что есть какой-то особенный подход. Я очень уважаю и ценю ребят из Форс, они мне очень близкие друзья. Но мне кажется, больше матчи с Форс воспринимаю как какие-то товарищеские такие встречи. Я желаю им только успеха и надеюсь, что они тоже пробьются и будут играть с нами в Про-лиге. До того, когда ты стал известным игроком в мировом сообществе Rainbow Six Siege, были ли у тебя какие-нибудь кумиры? Да, конечно. Один из моих любимых игроков это был Geometrix из EG. Также очень нравился Virtus из Fnatic. И вообще вот, когда я смотрел просто игры, я очень хотел увидеть игру Empire против Fnatic. И так получилось, что в итоге я играл в эту игру. Каково это — играть против, собственно, своих кумиров? С одной стороны, это как бы круто, что ты наконец-то играешь на их уровне. И вот, допустим, после победы есть чувство победы, радость, все дела. Но также очень жалко грустно за противников. Просто ты смотришь, понимаешь, что они тоже заслуживают победы, но вы оказались сильнее. И как бы какие-то смешанные чувства, как бы радости, и в то же время тебе жалко противников. Дай пару советов ребятам, кто хочет выйти на достаточно серьезный уровень, может быть, по выбору девайсов, либо по тому, как подходить к своим тренировкам. Даже не знаю. Я считаю, что по девайсам каждый должен выбирать то, что комфортно именно ему. Потому что как бы одному человеку это может быть удобно, а тебе это может совершенно не подходить. И как бы ты не будешь играть так, как играет этот человек. Также это связано со всякими, люди спрашивают, соотношение сторон, какая у тебя сенса. Это тоже можно, конечно, так спросить, попробовать, но лучше всего подбирать то, что именно для тебя будет самый лучший вариант. Я лично, не знаю, как-то особенно не тренирую им. Но только в последнее время Жека всю команду подсадил на такую штуку, называется, по-моему, Kovax FPS Aim Trainer. Как-то так. Там различные всякие режимы. Как сказал Разер, когда там шарики сбиваешь, это все шляпа, вырубай. А трассинг, где ты должен вести за целью, которая резко меняет свое направление, очень хорошо помогает. И я думаю, что это реально стоящая вещь, и можно этим тренироваться. Но так я просто часто играю в игру, всякие рейтинги и террорист-ханты, и в последнее время Kovax начал играть. Вопрос, который я в принципе задаю почти всем: как ты считаешь, чего не хватает Радуге для нормального, хорошего развития в СНГ? Не знаю, наверное, в киберспортивном плане или просто в плане как популярности игры? Наверное, и в том, и в другом. Да, и, наверное, даже будет здорово, если ты ответишь на оба вопроса. Допустим, популярности самой игры, я думаю, она и так хорошо развивается. В принципе, с каждым годом все больше и больше игра узнаваемой становится, популярной среди людей. А в киберспортивном плане, я думаю, что нужно побольше всяких киберспортивных русских команд, чтобы они не дисбандились после первого неудачного турнира, а старались сыграться и показывать результаты. Я думаю, чем больше будет результатов у русских команд, тем больше будет поклонников киберспорта в России. И я думаю, так, да. То есть ты хочешь сказать, что не хватает непосредственно организации, то есть для того, чтобы игроки были закреплены контрактом или что-нибудь в этом роде, да? Да, чтобы ребята были сплоченные, настроенные и просто двигались к своей цели. Угу. А что бы ты, с своей точки зрения, поменял бы в самой игре непосредственно? Или, да. может быть, что-нибудь добавил бы? Мне единственное, что только не нравится некоторые оперативники, которые вносят некий дисбаланс в игру. И, допустим, раньше, когда в старые сезоны игра зависела чисто от аима, ты забегаешь, максимум пропилил одну стенку, бежишь, стреляешь, отдыхаешь нереально. А сейчас все зависит, ты заходишь в дверь, тебя глушилка, лежит трапа, ты в капкан, все, и потерялся сразу. И сейчас новые оперативники Нок и Варден, по-моему, я даже не смотрел презентацию, у них там
какие-то, я слышал, что у них и дисбалансные нереально гаджеты, там сквозь дым, не флешат, все дела. Ну, там история такая, что в атаке ног будет, грубо говоря, виджил, а в защите будет что-то типа инг, ну, типа ты можешь включить в любой момент гаджет, и он у тебя в перезарядке, то есть когда он находится, да, ну, то есть когда ложка становится, ты можешь в любой момент его включить, но он проработает именно столько времени, сколько он зарядился. Что ты хотел бы сказать своим фанатам, что ты хотел бы передать, наверное, чтобы вот они услышали? Ну, я думаю, фанатам могу только передать большое спасибо за поддержку. Я ценю, я все читаю, всем отвечаю по возможности. И это очень приятно читать слова поддержки, и это очень, очень сильно мотивирует. Отлично. Ну и я думаю, будет справедливо спросить, где можно следить за тобой, ну то есть вот в соцсети или еще что-то, вот где ты в основном публикуешь сам информацию там о себе, мысли какие-то. Ну, я недавно сделал паблик ВКонтакте, можно найти, также у меня есть Твиттер, ну и, конечно же, наши группы Team Empire и Team Empire Rainbow Six, там тоже большинство информации публикуется. Также еще есть Инстаграм, но там я редко что публикую. Ну, собственно, все. Спасибо тебе за очень интересный диалог. Я надеюсь, что мы как-нибудь с тобой еще пообщаемся, потому что, ну, я думаю, что вышло довольно интересно. Да, спасибо большое. Спасибо.